Всем привет, с вами Ксюша, и сегодня я покажу, как из самых простых материалов можно создать интересные варианты декоративной штукатурки. Мы не только разберем нюансы создания фактуры из обычной шпаклевки, но и рассмотрим несколько вариантов ее покраски при помощи самодельного воска. Эта информация даст вам понимание логики процессов и поможет получить тот эффект, который вы задумали. Как я и сказала, делать все будем из самых простых материалов. Я уже развела гипсовую шпаклевку, и теперь приступаем к ее нанесению. Также в работе можно использовать сухую полимерную шпаклевку или готовую, которая продается в банках. Если стены у вас бетонные и вы хотите более прочный и влагостойкий декор, то делайте фактуру из цементной. Загрунтовали поверхность и наносите материал точно так же, как это делаю я. Заполнили небольшой участок и при помощи валика с коротким ворсом накатываем шубку. Если есть какой-нибудь старый полуживой валик, который уже не годится для покраски, то для такой работы он отлично подойдет. В комментариях меня часто спрашивают, что делать, если стена уже покрашена вододисперсионной краской. В таком случае, если она не мелит, то есть не оставляет на руке следов после того, как вы ее потерли, достаточно краску хорошо протереть влажной тряпочкой, чтобы удалить пыль и грязь, которые ухудшают сцепление материалов. После этого уже можно создавать такой декор. Снова беру валик с коротким ворсом и создаю мелкую фактуру. Главное тут хорошо раскатать места стыковки и не оставлять пустых участков. Поверхность должна получиться однородной, без пропусков. В труднодоступных местах, где сложно работать валиком, создаем шубку кисточкой. Знание таких мелочей поможет вам в деле и облегчит процесс создания декора. Сделали первый слой в виде легкой шубки, и после полного высыхания шпаклевки ее необходимо загрунтовать. Я буду использовать грунт глубокого проникновения, но также подойдет пропиточный или укрепляющий. В процессе грунтования обязательно двигаемся валиком снизу вверх. Так грунт будет меньше брызгать в стороны и не оставлять больших потеков, которые сложно будет убрать. И да, наносить грунт лучше валиком, а не распылителем. Так он лучше пропитает шпаклевку и распределится равномерней. Спустя пару часов, когда грунт высох, можно переходить к созданию второго слоя фактуры. Шпаклевку уже подготовила и набираю ее на кельму. По консистенции она не должна быть очень густой или очень жидкой. Если настолько густая, что не отпечатывается на поверхность, то добавляем воду. Если жидкая, то есть стекает с кельмы и брызгается при нанесении, то добавляем сухой материал. Периодически обновляйте шпаклевку на кельме, иначе она подсыхает и плохо отпечатывается на стену. Полностью ее снимаем и набираем по новой, вот таким образом. Первые движения кельмы делаю очень легкими, едва касаясь стены. Постепенно я увеличиваю нажим, одновременно вращая кельму вокруг своей оси. Нанесли шпаклевку на небольшой участок, теперь берем шпатель и распылитель с водой. Смачиваем поверхность и приглаживаем шпателем, формируя карту мира. Делать это можно не только шпателем, но и кельмой. Только не забудьте хорошо протереть ее влажной тряпочкой, чтобы убрать остатки шпаклевки. Иначе высохший материал, налипший на кельму, будет оставлять царапины и мешать работе. Самое главное на этом этапе разглаживать материал в разные стороны, чтобы островки получались с красивым контуром, без явного смаза в одну сторону. Плюс, если где-то не хватает фактуры, то сейчас можно ее добавить. Создавая декор на большой стене, не разводите очень много шпаклевки за раз. Пол-ведра вполне будет достаточно. У вас есть примерно 30-40 минут, чтобы не торопясь создавать фактуру. Проблемы начнутся, если вы подготовите слишком большое количество раствора и не успеете его израсходовать вовремя. Остатки подсхватятся и материал будет иметь более густую консистенцию. Отпечатки будут получаться не такими, как в начале, а соответственно и после приглаживания форма островков будет отличаться. Работая на объеме, это нужно обязательно учитывать. Заполнила оставшуюся площадь, теперь беру опять шпатель, немного смачиваю шпаклевку водой и разглаживаю ее в разные стороны, формируя островки. Отпечатками я заполнила поверхность неравномерно, чтобы где-то получались более крупные острова, а где-то совсем маленькие. Вообще у меня на канале есть видео с разными вариантами такой декоративной штукатурки, поэтому переходите на канал и выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Плюс в других роликах всегда можно найти какую-то дополнительную полезную информацию и советы, которые помогут в деле. Закончили с фактурой из шпаклевки, даем ей полностью высохнуть, после этого грунтуем и можно приступать к окрашиванию. Делать я это буду при помощи глубоко матовой вододисперсионной краски.
Для такого декора с последующим нанесением самодельного воска лучше применять полуматовую или полуглянцевую краску. Они немного подороже, но зато создают менее пористую поверхность. С нее и воск легче убирать скребком, и пятен во время работы образуется гораздо меньше. Еще один вариант, который упростит работу с воском, покажу в этом видео, но чуть позже. После того, как нанесли 2 слоя краски, даем ей полностью высохнуть. Тем временем приготовим самодельный лессирующий воск. Для этого в 100 мл акрилового лака добавляю немного черного красителя. Хорошо перемешиваю. И после этого вливаю туда 200 мл клея для обоев. Обойный клей нужен в составе воска, чтобы просто загустить воду. Если использовать только заколированный лак, то он будет слишком жидким, и работать с ним в такой технике не получится. Набираю самодельный воск на валик с длинным ворсом, и можно приступать к нанесению. Заполнять поверхность нужно небольшими участками хаотичной формы, а не ровными квадратами. Это очень важно. Сперва распределяем материал равномерным слоем по фактуре, и после того, как весь воск, который есть на валике, раскатан, можно сгонять его с вершин при помощи обычного скребка для мытья окон. При покупке скребка выбирайте вариант средней жесткости. Для водосгонов со слишком твердой насадкой нужна очень ровная поверхность островков, и их вершины нужно шлифовать перед покраской, иначе остаются полосы, мелкие пятнышки, и работать нормально не получится. Слишком мягкий вариант не может согнать воск, даже если усилить нажим или увеличить количество проходов. Не успеваешь материал полностью согнать в углубление, а он уже высох. Вообще наносить воск гораздо удобнее, работая в паре. Один человек раскатывает материал по фактуре, а второй работает скребком, стараясь по максимуму загнать воск в углубление. Не обязательно даже 2 стремянки использовать или постоянно меняться местами. Помощник может работать валиком с удлинителем. Так процесс будет проходить гораздо быстрее, и пятен останется меньше. Если же работаете один, то тогда советую использовать полуглянцевую краску. Она образует гладкую пленку, с которой воск легко соскальзывает. Плюс он медленно высыхает, так как такая краска создает барьер для воды, содержащейся в воске, и она меньше впитывается в основание. Соответственно, проблем с пятнами на вершинах островков будет гораздо меньше. А так ничего сложного нет. Постепенно заполняйте всю поверхность неровными участками и сгоняйте воск в углубление. После того, как он высох, акриловый лак, который есть в составе, не только закрепит колорант, но и создаст защитный слой. Такую поверхность можно будет мыть без проблем, протирая влажной тряпочкой. Также плюс этого воска заключается в том, что если вам не нравится цвет декора или со временем решите его изменить, то просто протирайте поверхность от пыли и заново окрашивайте акриловой краской в нужный вам цвет. Нанесли самодельный воск, и после его высыхания необходимо осветлить вершины фактуры. Для этого будем использовать ту же самую белую краску. Наношу ее на целлюлозную губку очень тонким слоем при помощи кисточки. И теперь можно окрашивать вершины фактуры. Первые касания, пока краски много, делаю очень легкие, практически без нажима. Не нужно стараться осветлить поверхность с первого раза. Лучше делать это в несколько подходов. Так получится гораздо аккуратней. Если вы хотите еще больше подчеркнуть объем фактуры, то можете затемнить углубление, нанеся второй слой самодельного воска, и повторно высветлить вершины фактуры. Нанесла белую краску по всем вершинам, и вот такой интересный вариант карты мира у нас получился. Мне нравится не только детализация декора, но и как самодельный воск подчеркнул каждый элемент фактуры, создав хороший объем. Декоративная штукатурка в технике карта мира всегда смотрится интересно, и поэтому она является самым популярным видом среди всех других. Плюс такого декора заключается не только в возможности применения самых простых материалов, но и в том, что не требуется идеальная подготовка основания. Сняли старые обои, загрунтовали поверхность, и можно приступать к созданию декора. Мелкие дефекты основания, такие как сколы и царапины, этот объемный декор легко скроет. Разобрав все элементы этой техники создания декора, можно переходить ко второму способу покраски. Но перед этим хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку. Благодаря вам канал уже почти достиг 500 тысяч подписчиков, и я очень рада видеть, как растет наша аудитория. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии. Все это помогает
продвигать полезные видео по работе с декоративной штукатуркой. Так что лайк, подписка и переходим ко второму варианту покраски. Как я уже говорила, на самодельный воск можно наносить краску, и это нам позволяет изменить цвет декора или обновить его без каких-либо особых проблем. А вот воск для венецианской штукатурки — это совсем другой по составу материал, и важно их не путать. Его перед покраской нужно будет полностью сошлифовать. Таким образом наносим краску в 1-2 слоя. И так как краска у меня была глубоко матовая, поэтому после ее высыхания наношу тонкий слой полуматового лака. Делать я это буду при помощи валика с коротким ворсом, так как углубление укрывать нам не обязательно. Этот подход позволяет получить лаковую пленку на вершинах фактуры, и в дальнейшем воск будет гораздо легче сгоняться в углубление. Примерно так же, как если бы я использовала не матовую, а полуглянцевую краску. Главное на этом этапе полностью перекрыть лаком матовые вершины островков. Это сделать несложно, так как хорошо видно, где он нанесен, а где его нужно добавить. Нанеся полуматовый лак на глубоко матовую краску, мы уже получили вот такой интересный эффект. Блеск выделил вершины, и на контрасте с матовыми углублениями хорошо виден объем и рисунок узора. Такой вариант мне очень напоминает видео про черную карту мира с золотыми молдингами. Только там мы шлифовали краску для получения зеркального глянца, а тут похожий эффект получается супер простым путем. Поэтому, если вам нравится этот вариант, то можно его так и оставить. Ну а мы пойдем дальше. Добавляю белый колер в акриловый лак. При желании вы можете не только добавлять универсальные колоранты в самодельный воск, но и блески разной величины. Они продаются в художественных магазинах или на маркетплейсах. На темных вариантах декора очень интересный эффект дает мелкий серебристый порошок. Он создает своеобразный металлизированный блеск и хорошо подчеркивает объем фактуры. Также есть варианты в цвете золота, бронзы или меди. Небольшое количество таких добавок хорошо подойдут для выделения рельефа декора в теплых цветах. Набрала материал, беру скребок и начинаю наносить. Делаю все точно так же, как в предыдущем варианте, заполняя поверхность небольшими участками. Раскатала воск равномерным слоем и убираю его скребком, двигаясь им в разные стороны. На черной основе воск в белом цвете смотрится очень эффектно, как будто в нем есть не только белый колер, но и серебристая пудра. В комментариях напишите, какой вариант покраски вам больше нравится: черный воск на белом фоне или белый на черном. Заполняя угол, наносим воск с переходом на вторую стену. И после этого сгоняем материал при помощи скребка от угла в разные стороны. Ничего сложного тут нет. Нанесли первый слой воска, даем ему полностью высохнуть, после этого наносим второй, точно так же, как и первый, но делаем стыковку в других местах. Дополнительный слой еще больше усилит эффект объема фактуры и подчеркнет форму островков. Таким образом можно контролировать контраст общей картины и усиливать или снижать его. Если углубления получаются слишком светлыми, то просто наносим самодельный воск чуть в более темном оттенке. Сейчас хорошо видна разница между тем, где нанесено 2 слоя воска и где один. Мне кажется, что дополнительный слой тут не лишний. Он не только визуально усиливает объем декора, но и делает его немного светлей. Серебристая пудра в составе воска сделала бы этот эффект еще более явным и придала бы дополнительный металлизированный блеск. Но в принципе и такой вариант покраски мне очень нравится. Завершаем нанесение воска, ждем его высыхания, и вот такой декор у нас получился. Без дополнительного затемнения вершин островков поверхность смотрится не супер контрастной, и создается такое ощущение, что фактура покрыта декоративным бархатом. Есть какая-то воздушность и мягкость в этом варианте. Мне очень нравится такой эффект. Сегодняшнее видео и сравнение двух вариантов декоративной штукатурки наглядно демонстрируют, насколько важен выбор техники покраски. Первый вариант выглядит намного детализированней. Там как будто контуры рельефа прорисованы карандашом, и из-за этого визуальный объем кажется намного больше. Различие между первым и вторым вариантом очень значительное, хоть мы и окрашивали одну и ту же фактуру. Я думаю, что это видео очень полезно и поможет вам сформировать понимание процессов и влияние элементов покраски на конечный результат. Вы будете четко понимать, почему получился такой, а не другой эффект, и сможете влиять на него, добиваясь нужного вам результата за счет управления контрастом декора. Вообще, техник создания такого декора очень много. Они различаются и по самой фактуре, и по вариантам покраски. Есть и проще, чем в этом видео, а есть и более сложные.
Советую перед началом работ посмотреть как можно больше видео на эту тему, потому что декоративная штукатурка как конструктор, и чем больше у вас знаний о деталях и нюансах разных техник, тем больше шанс, что вы получите тот вариант, который задумали. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!